Железный Экхарт. Остров принца Эдварда спал глубоким зимним сном, укрывшись пушистым снежным одеялом. Но два мышонка не склонны были оставаться в своих теплых постельках. Их манили белоснежные сугробы. Экхарт, не понимаю, как можно было назвать эти сани «Черная молния», грузная, как мышиный воск к празднику урожая. Знаю, это еще дедушкины. Он на них когда-то выиграл соревнования. Уж не знаю как. Остальные, наверное, мчались, как крабы. Ладно, Бриджит, помчались! Да уж, дух захватывает. Я подтолкну. Ух! Могла бы помочь. Нати! Берегись! Ой. Ух! Извини, Нати, ты хоть жив? Кажется, да. Я порастерял свои орешки. А вот еще два. Пожалуйста. Спасибо. Классные у тебя саночки, Экхарт. Наводит на мысль. Что за мысль? Потом скажу. До встречи! Ох. Да уж, не очень утешительное зрелище. Как ты выиграл состязание на этих санях? Мы с моим другом Эйбом плелись далеко позади всех участников, пока не добрались до Мышиной горы. Мы решили взобраться на нее, тем временем как остальные пошли в обход. Мы с Эйбом поднимались все выше и выше и совершенно выбились из сил. Но мы так хотели победить, что ни на секунду не остановились. Все карабкались на вершину. Вы затащили черную молнию на самую вершину горы? Вот тогда-то ее вес и обеспечил нам преимущество. Черная молния помчалась вниз так быстро, что даже тень отставала, не могла догнать нас. Вы победили? Еще бы! Получили первый приз на зависть владельцам разукрашенных покупных саней. О, Томис, тебе письма. На-на-на. Ха. Хе-хе-хе-хе. Ха, не ожидал. А что это? В Маус-маркете тебя ждет наследство. А я думала, письмо личное. Если до завтра посылку не заберешь, ее вернут отправителю. Ну и дела. Я хотел ее доставить, но она тяжелая. Что ж, спасибо, Джаспер. Интересно, а что в посылке? Ну, что-нибудь ценное. В наследство всегда оставляют что-нибудь ценное. Привет. Твой дедушка первый, кого я знаю, кто получил бы наследство. это, наверное, то же самое, что найти клад. А? Эй, что ты делаешь? Чш. Может быть, в посылке большой кусок сыра? Нет, босс хочет знать... Ну да, или сладкие семечки. Ой, или шоколад! Или семечки в шоколаде! Мы этого не узнаем, пока дед не заберет посылку из Маус-маркета. Фу, у меня теперь полный рот перьев. Ой. Да ладно тебе. У тебя и в голове сплошной пух. Папа, там не написано, от кого ты получил наследство. Ни слова. А для того, чтобы ты получил наследство, кто-то должен умереть? Наследство — это подарок от того, кто уходит из жизни. Это ведь печально, дедушка. Немного печально, но это укрепляет связи между друзьями и родственниками. Значит, получение наследства — это очень важно.
Для меня, Экхарт, очень важно, что кто-то вспомнил обо мне. Надеюсь, ты сможешь добраться до Маус-маркета через все эти сугробы. Запросто доберусь и очень быстро. Винни завтра везет великанов к закройщику, а она не откажет в услуге. Клад? Вы говорите, клад? Вот именно, босс. Сыр в шоколаде и, кажется, в семечках. Ты в этом уверен? Своими ушами слышал, как малявки обсуждали. Значит, Маус-маркет. Я бы мог просто приказать вам отнести меня туда, но при таком глубоком снеге нужен транспорт. О, сани! Точно, сани! Ух ты, покатаемся! Да нет же, дурак! Мы должны домчаться до Маус-маркета, прежде чем старый дурень Томис Филдинг загробастает посылку. Ну да. Вот зачем нужны санки. Итак, джентльмыши, Джентльмыши? найдите сани, которые соответствовали бы моему стилю и положению. Ясный веник, босс. Что-нибудь стильное, да? Я невместителя! С большим сиденьем! Он имеет в виду с багажным отделением. Ну и дурак ты. Ой! Думаешь, мы найдем такие сани, чтобы его вместили? Не знаю, он в трусы свои едва вмещается. Смешно! Почти так же смешно, как белка, что тащит башмак полный орехов. Что это тебе взбрело в голову? А ты посмотри, Нед! Белка тащит башмак полный орехов. А, да уж, такое не каждый день увидишь. А? Скорее! Ха, то, что нужно. Босс поместится, и еще немного места останется. Ну да, и стильно, и со вкусом. Скорее. Потащили его. Привет, Винни. Плохие новости, Томис. Хозяева решили остаться дома. Боятся метели. Но дедушке нужно в Маус-маркет. Извини, Томис. Если бы могла, я бы не отказала. Ничего не поделаешь. Пойдем домой, Экхарт. Но ты останешься без наследства. Ты же говорил, что это так важно. Я не дойду через сугробы. Я пойду вместо тебя. Я возьму черную молнию. Путь нелегкий. Я справлюсь. Вот и видишь. Пожалуйста. Ладно, внучек. Давай собираться в дорогу. Вот так Экхарт среди лесной тишины потащил тяжелые сани в направлении Маус-маркета. А ну-ка веселее, ребята! А ну! Приветствую, юный Филдинг! Что это было? Маус-маркет! Я добрался. Ну и ну. Много лет я уже не видел столько снега. Утром еле выбрался из норы. Простите, сэр. Извини, сынок. Роджер тебя несколько опередил.
Извините, сэр, но это мешок с зерном. Все-то ты знаешь. Что ж, тогда следующий. Это же я. Я пришел за посылкой для Томаса Филдинга. Ничем не могу помочь. Почему? Мистер Филдинг уже сам забрал свою посылку. Это невозможно. Дедушка остался дома. Сынок, жизнь убедила меня, что нет ничего невозможного. Я отдал посылку мистеру Филдингу лично в руки 5 минут назад. А как он выглядел? Повыше тебя и значительно толще Роджера. Видишь, за мистера Филдинга расписались 2 его племянника. Так с ним были племянники? Конечно, были. Один высокий, другой низенький. Нед и Коротыш. Мышиный босс. Я так и знал. Ха, дети, не сидится им на месте. Правда, Роджер? Извини, Натти. Ну, ничего страшного, Экхарт. Я лучше полежу, пока ты проедешь. Так будет безопаснее. Я должен догнать мышиного босса. Что он еще натворил? Дедушке пришла посылка. Я должен был ее забрать. А босс меня опередил и похитил посылку. А что в посылке? Не знаю. Дедушкино наследство. А может, там орешки? Не знаю. Мне пора. Я должен их догнать. Экхарт. Экхарт, подожди! Тебе понадобится помощь! Нет! А когда мы сами прокатимся? Ты что, остаток мозгов себе отморозил? Думаешь, босс будет нас катать? Ха-ха. Но мне нужно отдохнуть. Ладно, ладно. Он все равно задремал. Почему стоим, а? Мы остановились, чтобы свериться с картой. Не хотелось бы заблудиться, босс. Поторопитесь, у меня сокровища. Конечно, босс. Пойдем, Коротыш, проверим маршрут, уточним, где мы сейчас. Не задерживайтесь там. Вот где мы сделали Зиг вместо Зага. Что-то не вижу карты. Захлопни свою варежку. Какая еще карта? Я сказал про карту, чтобы мы смогли отдохнуть. Теперь ты видишь, какой я умный? Я вижу только Экхарта и полоумную белку. Что? О-о, плохи наши дела. Что на вас нашло, идиоты? Я вас спрашиваю! Эхард и Белка. Они нас преследуют, босс. Что? Ну, пошли быстрее! На! На! Эх! Вот они! Эй! Да у них ведь мои сани! Они украли мои сани! Глазам своим не верю! Никому не позволено брать мои сани без спросу! Я этого так не оставлю! Я объявляю войну! И зачем эта белка помогает этому шалопаю? Интересно! Мы применим тактику. Оставим небольшую ловушку для наших друзей. А ну быстренько перенесите этот знак на другую колею. Правильно, босс. А? А вы давайте по левой колее. Ну, пошли! Похоже, они поехали коротким путем к ферме. Ой, как же там темно. Да, жутковатое место. Наверное, они нырнули туда, внутрь. Ну что ж, вперед! Ха-ха-ха! Отлично! А теперь мы обойдем мышиную гору и
доставим домой мое сокровище. Ха-ха-ха-ха. Ну, пошли. Осторожно, смотри, куда ступаешь. Эй, да это же ореховое хранилище! Сюда белки сносят запасы орехов на зиму. Хорошо, а как же нам отсюда выбраться? Через выход? Скорей! Мы должны догнать босса, пока он еще в пути. Теперь это пара пустяков. Это мое воображение разыгралось, или сани действительно тяжелее стали? Коротыш! Вот дубовая голова. Проснись! Что, мы на месте? Что это тебе спать вздумалось? Да я устал. И они нас не догонят. Какой самонадеянный дурачина сказал, что это пара пустяков! Мы должны идти дальше. Я не могу подвести дедушку. Да, но карабкаться в гору — это единственный путь. Эй, босс, смотри! Мы почти на месте! Не могу больше ждать. Не могу. Стоп! Помогите мне! Сейчас, босс! Конечно, босс! Пора мне полюбоваться сокровищами! Вот и полакомимся. Шоколадками! Ничем вы не полакомитесь, идиоты, пока не распакуете мою посылку! На! Я больше не могу, Эхард, выдохся. Нет, Нати, мы почти на вершине. Да, они уже на много миль вперед вырвались. Так ты будешь сидеть, сложа руки, и позволишь этим мерзавцам выйти сухими из воды? Вспомни о своих санях. Ты позволишь, чтобы воры скрылись на твоих же санях? Нет, но... Тогда нужно двигаться. Нам это под силу. Мы задержим их. Ты прав. Ты не посмеешь! Держись покрепче! Эх, с ветерком! Помчались! Ну что там? Где сокровища? Там статуя! Статуя? Изъеденный червями кусок дерева? И все? Вы говорили, что там сокровища! Шоколад, орехи, сыр! Но не деревяшка же! Я что, ради этого оставил свою постель? Идиоты! Оберегись! Вот так-то! Будете знать, как воровать чужие сани! Спасибо за помощь, Натси. Пойдем покатаемся. Непременно. Следующим летом. Ха! Что он там вякнул? Что значит воровать сани? Видишь ли, босс, мы у него позаимствовали сани. Ах, попадетесь вы мне в руки, идиоты! Ах вы! Мы еще встретимся! Эхард, знаешь, что это? Нет. Это приз, что мы с Эйбом выиграли много лет назад. Правда? А ты расстроен, что это не сокровище? Это сокровище. Дорогое воспоминание.
Это память о моем старом друге Эйби. О том, какие мы были сильны. Посмотри, вот здесь, внизу. Железный Экхард. Ты отдаешь его мне? Ты выдержал испытание, как я в свое время. Но ты сделал это из высоких побуждений. Потому это сокровище бесценно. Вот именно. Ты совершенно прав.